Приветствую всех на канале «Горизонт событий». В пятницу, 17 ноября, на Филиппинах произошло мощное землетрясение, говорится в отчете Геологической службы США. Глубина толчка, произошедшего около 8 часов 14 минут по Гринвичу, составила 10 километров. По данным филиппинского агентства, отвечающего за мониторинг и смягчение последствий извержений вулканов, землетрясений и цунами, магнитуда землетрясения достигла 7,2. По данным Геологической службы США, толчок, продолжавшийся несколько секунд, произошел примерно в 26 километрах от Буриаса, на южной оконечности архипелага. Сообщалось, что после землетрясения море резко отступило, после чего у берегов города Генерал-Сантос пошли умеренные волны. Несмотря на это, эксперты указали, что образование цунами не ожидается. Тем не менее, жителям было рекомендовано сохранять бдительность из-за возможного повторения толчков. Землетрясение привело к обрушению крана на строящемся здании. Сообщалось также о появлении трещины и закрытию старого моста Буаян, соединяющего Генерал-Сантос и Сарангани. В торговом центре города Генерал-Сантос землетрясение вызвало панику среди посетителей из-за падения обломков в разгар толчков. Землетрясения являются частым явлением на Филиппинах, поскольку страна расположена в огненном кольце, районе, характеризующемся наличием вулканов, который окружает Тихий океан и подвержен сейсмической активности. Начальник полиции города Коронадал, расположенного недалеко от эпицентра землетрясения, сообщил, что сообщение о жертвах не поступало, но власти оценивают ущерб, нанесенный торговому центру, который, как сообщается, сильно пострадал. Также пассажиры аэропорта города Генерал-Сантос были эвакуированы на взлетную полосу. Пока не поступало никаких непосредственных сообщений о жертвах, хотя землетрясение ощущалось на обширной территории гористого острова Минданao, второго по величине острова Филиппин, на котором проживает около 26 миллионов человек. Рано утром в пятницу 8 вагонов сошли с рельсов, а локомотив загорелся на железнодорожной станции на северо-западе Атланты. По словам представителей CSX, поезд Norfolk Southern столкнулся с поездом CSX около 6 часов 30 минут утра на пересадочном пункте в Хауэллс-Ярд возле Читахучи-авеню и Хауэлл-Милл-Роуд. Сообщений о пострадавших не поступало, и никаких опасных материалов не было, хотя в результате инцидента произошла утечка определенного количества дизельного топлива и пластиковых гранул, сообщил представитель CSX в заявлении. По словам чиновников, пожар локализовался на локомотиве и вскоре был потушен. По данным круглосуточного дорожного центра, часть проспекта Де Фурс была закрыта для размещения противопожарного оборудования. Представители пожарной охраны Атланты сообщили, что во время пожара из локомотива разлилось и сгорело 1200 галлонов дизельного топлива. Вулкан Фаградальсфьядель, который проснулся в 2021 году после более чем 800 лет затишья, открыл новую эру вулканической активности. Это извержение в 2021 году ознаменовало начало нового цикла вулканической активности на полуострове Рейкьянес. Геологические записи показывают, что периоды бездействия вулкана длятся от 600 до 1200 лет, за которыми затем следует серия извержений на протяжении от 200 до 500 лет, сообщил Лив Сайенс, профессор вулканологии Кембриджского университета в Великобритании. Полуостров Рейкьянес расположен на юго-западе Исландии над двумя тектоническими плитами, которые раздвигаются. Именно к этому региону приковано сейчас внимание ученых. Сейсмическая активность на юге полуострова начала усиливаться в октябре. Каждый день там регистрировались сотни землетрясений. 10 ноября власти начали эвакуацию города Гриндавик, а эксперты предупреждают, что извержение вулкана может произойти в ближайшее время. По данным Исландского метеорологического управления, магматический туннель протяженностью 15 километров
образовался под землей между Сунднукуром на севере и Гриндавиком. Магма в туннеле поднимается на поверхность, и существует высокий риск ее прорыва. По данным Исландского метеорологического управления, наибольшая площадь подъема магмы в настоящее время находится недалеко от Сунднукура, примерно в 3,5 километра к северо-востоку от Гриндавика. Исследователи полагают, что количество магмы в туннеле значительно больше, чем то, что присутствовало во время извержений Фаградалсфьядля в 2021 году. В настоящее время неясно, произойдет ли извержение в результате прохождения магматического туннеля. Лава заполняет трещину, а не пробивает себе путь в скалу, разъясняют специалисты. Если образуется трещина, извержение может длиться несколько недель, а большее количество магмы по сравнению с предыдущими извержениями в регионе может привести к увеличению потока лавы на поверхности. По мнению специалистов, если извержение не произойдет в ближайшие 3 недели, то из-за охлаждения трещины начнут закрываться. Циклон, накрывший Аравийский полуостров, принес затяжные проливные дожди в Объединенные Арабские Эмираты и вызвал сильные наводнения на улицах в Дубае. Это привело к крупным заторам на дорогах и вынудило многие компании закрыть свои офисы и торговые площадки. Международный аэропорт в Дубае сильно залит водой. Также под затопление попали паркинги, авто плавают в потоке воды. В регионе сложилась критическая обстановка, все городские службы работают в экстренном режиме. К серьезным наводнениям привели проливные дожди в Момбасе в Кении. Под водой оказались целые районы. Это вынуждает тысячи людей покидать свои дома. Дожди в регионе идут уже несколько недель, и за это время стали причиной разрушений дорог, мостов и домов. Также серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья. Сильные дожди в Бразилии привели к наводнениям в ряде регионов. Так оказался затоплен муниципальный стадион в Риу-Гранди-ду-Сул. В штате Санта-Катарина произошел серьезный оползень, который нанес ущерб районам Конкордии. Целые районы оказались изолированы друг от друга. «16 ноября на Солнце произошел выброс корональной массы, запустив его почти прямо к Земле. Прогнозируются незначительные геомагнитные бури класса G1 примерно 19 ноября. Спасибо за просмотр.